Кто должен платить в отношениях? Мужчина, женщина, люди должны пополам жить, как-то вот скидываться. Этот вопрос, который порождает много конфликтов, потому что один считает, что это обязанность, второй считает, что это несправедливость. Как бы то ни было, если этот конфликт замирает неразрешенным, люди могут достаточно долго в паре жить, имея такой неразрешенный конфликт, трещину по одному из таких очень важных аспектов вообще жизнедеятельности, ну, так сказать, бюджет пары, который рано или поздно, сколько бы они ни старались на него не обращать внимания, взрывается как мина замедленного действия. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы коснемся бюджета в отношениях, потому что это тема, которая, если она не разрешена, испортила уже не одни отношения, и вообще людям она бывает всю судьбу портит. Если это видео вам интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первый момент это, что договоренности важнее правил. Когда мужчина и женщина встречаются, они, как правило, имеют какое-то представление по поводу того, как должны деньги в паре распределяться. И эти вот правила, они идут из прежних их отношений или прежних их семей. То есть, если это молодые парень и девушка, то это, скорее всего, правила их родительской семьи. Если уже были какие-то у тебя отношения, есть какой-то опыт, в том числе травматический, то ты опираешься на свой этот вот опыт. Если ты вместо того, чтобы договариваться, стараешься следовать каким-то вчерашним правилам, это то же самое, как вот я, чтобы понять, нужно ли мне брать зонтик, смотрю вчерашний прогноз погоды. То есть, это как бы привнесение прошлого в настоящее и отказ от прямого диалога. Когда, скажем, мужчина женщине говорит, что женщина должна проводить время на кухне, то есть какая женщина? Она в этой комнате вообще эта женщина? Ты про кого сейчас говоришь? Это отказ от того, чтобы видеть в другом человеке субъект диалога и какой-то вот отсылка такая к каким-то вот вроде правилам. Или когда женщина рассказывает, что мужчина должен обеспечивать женщину. Какой мужчина? Ну вот есть ты, есть тот, который напротив тебя. Ты про кого это говоришь? Это какие-то правила, они прописаны для кого? Важно договариваться. Например, я знаю, когда мужчина финансово обеспечивает разные там выходы там, в ресторан, какие-то на концерты, в какие-то путешествия, а женщина покупает ежедневно еду, ну так, чтобы просто питаться. То есть, соответственно, они так договорились, им так окей, и вот самое главное, что они здесь находятся в согласии. Если бы каждый из них держался за какие-то свои правила, они бы не договорились, и рано или поздно этот конфликт бы просто взорвался. Вторая важная вещь – это финансовое равноправие в отношениях. Тут все очень непросто, потому что, разберем такую ситуацию. Юноша и девушка закончили какой-то институт и пошли на работу куда-то. Это одинаковая работа, они занимаются чем-то одинаковым, получают одинаково денег, одинаково времени проводят на работе. Если они живут вместе, то тут равноправие, оно как бы просто по автоматически получается, потому что они просто одинаковые. Они работают на одинаковых каких-то начальных должностях, у них одинаковая зарплата и так далее. А если это ситуация, когда встретились мужчина и женщина, у которых есть уже определенный опыт за спиной. У мужчины есть какой-то серьезный бизнес. С одной стороны, он много зарабатывает, с другой стороны, он много времени должен уделять. У него этот бизнес, в том числе, как обязательство определенное. Он должен отдаваться этому бизнесу. А у женщины, предположим, тоже есть работа, она зарабатывает, но меньше гораздо. Но у нее есть какие-то другие обязательства. Скажем, у нее какие-то родственники есть, которым она должна помогать. Или дети там, от предыдущего брака. И вот получается, что здесь такое равноправие прям 50 на 50 вообще невозможно. Потому что очень разные две ситуации. Так вот, в таком дисбалансном случае оба не будут чувствовать несправедливости, если каждый будет делать столько, сколько он может сделать для этих отношений, и столько, сколько для него ценно. То есть, опять же, мы возвращаемся к этой вот важной теме, что в отношениях важно понимать, что есть какая-то общая обоюдная ценность этих отношений, которая служит базисом любых отношений. Если я понимаю, что я ценю эти отношения, я понимаю, насколько они для меня и почему ценны, я вижу, что другой человек ценит эти отношения, то я не устраиваю такое перетягивание каната детско-садовское, что там, кто больше платит, а кто кому больше должен и так далее. Я понимаю, что мы вместе находимся в одной лодке под названием ценные отношения. Дурацкое название, пускай так это назовем. В таком случае может быть, что мужчина, уделяя много времени своему бизнесу и зарабатывая большие деньги, если он понимает, что эта женщина, с которой он находится в отношениях, может, предположим, оплачивать ипотеку или, откладывать на дом, а женщина может с того заработка, который у нее есть, который у нее остается, исходя из тех ее обязательств, которые у нее есть, как-то вкладываться, в какую-то текущие траты для этой пары. Третий важный момент – это то, что в отношениях деньги не должны быть единственным таким тотальным языком любви. Эта ситуация, я чаще, конечно, это встречаю, когда мужчина платит деньги женщине. Ситуация, когда женщина то, что мужчина ей платит или дарит подарки какие-то, воспринимает как то, что мужчина женщину любит, как то, что мужчина ее заботится о ней, что она ценная поэтому. Опять же, если женщина привязывает свою самоценность к тем деньгам, которые дает ей мужчина, то в случае, если эти деньги вдруг перестанут поступать,
по любой причине, неважно, у мужчины проблемы с деньгами или они там поссорились, женщина получит глубокий такой вот провал в самооценке просто из-за того, что ну вот она привыкла, что мужчина делает мне подарки, значит я ценная. При том, что она может быть, ну в принципе, вот она работает, она самодостаточная, ну, финансово, у нее есть какие-то там друзья, увлечения, она имеет социальную опору, но психологически она, вот ее самоценность, вот эта вот моя любимость зависит от того, как мужчина, ну, сколько он денег мне платит. Тут надо понимать, что, конечно, начинаются любые отношения с денег, как с языка любви, потому что, ну, так проще всего вообще встретиться. Мужчина, когда видит женщину, он ей дарит подарки. Даже называется это конфетно-букетный период, когда нужно дарить какие-то подарки. Они могут быть символичными, могут быть там подороже, могут быть прямо там деньги. Но таким образом мужчина как бы пытается, ну, завоевать женщину, показать ей свое расположение по отношению к ней. На самом деле для мужчины тоже это достаточно такой легкий способ, потому что когда мужчина встречается с женщиной, она ему нравится, но он субъектно ее еще не знает, он, ну, не может что-то ей такое строго специфическое сделать для нее. И потому он делает какие-то общие вещи, дарит ей подарки. Но если пара, ну, какое-то время встречаясь, не знаю, вот они уже съехались, там, поженились и так далее, но они остались на этом вот этапе конфетно-букетных отношений, когда женщине важно, чтобы мужчина давал ей деньги, тогда она чувствует себя вот в безопасности, что она любимая и так далее. Это означает, что пара психологически не двигалась в развитии этих отношений, и у них нет других языков любви. Они не знают, каким образом они еще могут как-то вот, ну, соприкасаться со своими потребностями какими-то, что они еще могут делать друг для друга. Ну, вот такая ситуация. Скажем, мужчина в какой-то момент понимает, что у него финансовый кризис. Или он по каким-то причинам вот, ну, больше не хочет делать вот какие-то подарки женщине, он говорит, что давай, слушай, лучше будем собирать деньги там, на какую-то долгосрочную цель, там, скажем, на дом, там, на ребенка, еще на чего-то. Женщина в этот момент проваливается в плане самооценки, потому что она же привыкла, что он меня любит, потому что платит, а раз он не платит, значит не любит. И она начинает как-то, ну, предъявлять ему какие-то претензии. В таком случае оба, и мужчина, и женщина, оказываются заложниками такого узкого примитивного представления, что мужчина должен просто вкладывать в женщину деньги. Потому что они что еще делать в отношениях, им как бы не совсем понятно. Если вы, предположим, они в ходе вот этого вот движения в отношениях, развития, развили вот этот вот важный базис ценности отношений, когда каждый понимает, что эти отношения ценны для меня, я понимаю, почему они ценны для другого, они бы научились в диалоге, в таком открытом, говорить о своих потребностях, о своих тревогах. И женщина могла бы, например, мужчине сказать, что, послушай, дорогой, я понимаю, что ты мне сейчас не можешь платить деньги, но я при этом чувствую себя, ну, как бы обделенной в любви, я чувствую себя отвергнутой, я чувствую себя еще как-то. И мужчина в таком случае мог бы ей как-то ответить, что я это понимаю, но вот я могу тебе что-то предложить другое, давай как-то вот что-то поговорим. То есть они бы как-то бы договорились, они бы начали как-то договариваться. В ситуации, если есть такое вот квадратно-гнездовое как бы представление о том, что вот он мне платит, он меня любит, он не платит, он не любит, ну, женщина, по крайней мере, в этой ситуации, она ограничена в том, чтобы в этих отношениях как-то развиваться. То же самое касается мужчин, потому что у мужчин тоже часто такая штука, когда мальчика с детства растят с этими социальными установками, что мужчина должен быть добытчиком в семье, а больше ничего от тебя не требуется. То бывает, что мужчина приходит в отношения с идеей, что я за все заплачу, а если какие-то ко мне есть требования, там, чтобы я как-то себя вел, чтобы я был внимательным, там, чувствительным и так далее, все это я все деньгами оплачу, а ты там сама разбирайся. Вот такие ограничения, когда деньги являются единственным способом коммуникации в отношениях, хорошо, если денег много, и это большой способ, большой канал коммуникации. Но в любом случае это всегда такое вот тонкое место, бутылочное горлышко. Это хрупкое место, где эти отношения могут разорваться. Поэтому, отвечая на вопрос, кто должен платить в отношениях, я думаю, что такой максимально взвешенный ответ будет: платить должны оба. Но каждый должен платить столько, сколько он считает, ну, что ли, справедливым, возможным и соответствуемым его представлению о ценности в этих отношениях. Ну и, конечно, это не должно соответствовать каким-то жестким, непонятно откуда взявшимся правилам. То есть в какой-то конкретный момент может быть так, что мужчина платит полностью, женщина не платит ничего, но это не потому, что он постоянно платит, а женщина никогда не платит, а потому что в этот конкретный момент времени они оба находятся в понимании, вот осознавании ценности этих отношений и помнят все, что было между ними ранее и все, что запланировано впредь. То есть они находятся в длиннике отношений. И тогда этот вопрос, он как бы, ну, становится, ну, не то что менее значимым, он приобретает другую ценность. То есть когда оба человека хотят быть вместе, они делают все возможное, каждый, что возможно от него, чтобы быть вместе.
Таким образом, люди как бы могут договориться. Опять же, тут ключевой момент — договариваться. Но если у вас не получается договариваться, и вот тема бюджета в отношениях вас как-то волнует, вы можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию. У меня под каждым видео на канале есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне там личное сообщение, мы с вами разберемся. Также поделитесь, пожалуйста, в комментариях своими наработками, своим опытом, каким образом вы решаете вопрос, кто за кого платит в отношениях. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.